Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Модель думала, что ее ногтям всего 3 недели, а оказалось 7. В этом ролике поговорим, почему нельзя перенашивать покрытие и каким последствиям это приводит. Поехали! Посмотрим на эти ногти, наверняка кто-то из вас их помнит. Мы выполняли их перед Новым годом. С таким интересным дизайном в виде рептилии, и, на мой взгляд, он очень актуален в этом году, так как год змеи, но и будет актуален и вне праздников, вне Нового года, поэтому берите его себе на заметку, можно просто варьировать цвета, которые у нас есть сверху. Посмотрим на ногти, они прилично отросли, и да, такое часто бывает, когда клиент думает: ой, да я вроде недавно делал покрытие, а на самом деле прошло уже приличное количество времени. Поэтому, дорогие, рекомендую вам напоминать клиентам о том, что необходимо вовремя выполнять коррекцию. Многие мастера этого не делают, боятся быть какими-то навязчивыми, не пишут клиенту о необходимой коррекции, поэтому такая ситуация происходит. Ну, как и в нашем случае, собственно говоря, я не всегда беру повторно модели, часто ищу какие-то интересные случаи для вас, поэтому за этим активно не слежу, но когда я работала как мастером, обязательно делала такого рода напоминания клиенту. Что мы с вами видим при снятии? У нас есть некоторые белесые участки, что говорит об отслоении материала. И очень часто клиенты смотрят на ногти сверху, отлично держатся, отрастают. Но когда мастер начинает выполнять снятие, мы видим с вами вот такие огромные отошедшие карманы. И почему так происходит? Да не факт, что была какая-то плохая работа или плохой материал, а дело в том, что клиент ходит с этим покрытием, ногти скручиваются, и в какой-то момент может произойти небольшая, незначительная отслойка. Куда попадает влага, вода, ноготь продолжает изгибаться, а отслойка разрастаться. К чему это может приводить? К тому, что в данную отслойку может попасть какая-либо инфекция, грязь и так далее, и затем это приведет к негативным последствиям. Мало того, что к отслойкам, так еще возможно к различным заболеваниям, например, синегнойная палочка, когда ноготь изменяет свой цвет. Поэтому необходимо вовремя делать коррекцию. Каким еще последствиям это приводит? После снятия мы видим, что ноготь неравномерный, неоднородный, а как будто бы чешуйчатый. Почему так происходит? Отслойка за собой тянет и часть натуральной пластины, то есть ее больше расслаивая и повреждая. Поэтому, опять же, напоминаем клиенту, что нельзя перенашивать покрытие, необходимо выполнять коррекцию вовремя. И еще один фактор: при отрастании увеличивается нагрузка на свободный край, за счет чего происходит смещение архитектуры. Таким образом, свободный край перевешивает и получаются отслойки в зоне кутикулы. Опять же, повторюсь, то есть вы могли все сделать правильно и подготовка была хорошая, но именно срок носки все это усугубляет. И, конечно, не стоит списывать со счетов, что со временем материал все-таки устаревает и имеет свойство разрушаться. То есть, если, например, клиент проходит с этим покрытием 8, 10, 12 недель, допустим, представим, что такое может гипотетически произойти, то в таком случае при снятии материал весь будет уже трухлявый, разлетаться стружкой, и уже не такая будет хорошая сцепка с натуральной ногтевой пластиной. Эти все негативные последствия, конечно, влияют на состояние ногтей. А потом что? У меня ногти не держатся, говорят они, да? У кого такое было, делитесь в комментариях, когда клиенты говорят: они сами не держатся. Например, клиенты перехаживают с покрытием и повреждают ногти. Конечно, откуда им об этом знать? Поэтому наша задача мастеров об этом рассказывать, прямо проговаривать словами через рот во время процедуры. Какой оптимальный срок носки покрытия? Это плюс-минус 4 недели. Зависит от покрытия, в зависимости от длины ногтей. В данном случае ногти средней длины было выполнено укрепление гелем, и рекомендуемый срок носки ношения покрытия 4 недели, не более, для хорошей носибельности без отслоек. Помимо этого, рекомендую показывать в социальных сетях, каким последствиям приводит перенашивание покрытия, например, расслоение ногтевой пластины или отхождение материала.
или отслойки, тогда, думаю, клиенты уже не будут затягивать с коррекцией. Конечно, бывают разные ситуации, и на самом деле то, что модель проходила долго с этим покрытием, на то есть тоже свои причины. Поэтому случаи разные, но все равно информируем клиента. В этот раз буду использовать пластичную базу, кислотную, но в тонкий слой, потому что есть отслойки, необходима хорошая сцепка, бескислотная, низкокислотная база тут не будет держаться, поэтому мы применяем ее. Базой, которую использовала в данном ролике на модели, поделюсь в нашем телеграм-канале, там у нас тоже много полезной информации, переходите, подписывайтесь и следите за новостями. Ногти у модели скручиваются, поэтому для достраивания буду использовать гель-желе. Работаю им по воздуху, достраивая нужную мне форму. И слегка прихватываю фонариком и продолжаю выполнять все то же самое с противоположной стороны. Теперь у нас ноготь имеет четкие прямые боковые стенки, и мы можем приступать к укреплению, но предварительно сделаю опил, так как впоследствии я планирую сделать дизайн с молочным, и если не попилить поверхность геля-желе, то возможно он где-то будет возвышаться над молочным, что будет в свою очередь создавать такой мраморный некрасивый эффект. Конечно, я не люблю 2 раза пилить, конечно, проще все один раз выложить и попилить в конце, но иногда бывают вот такие ситуации, в которых необходимо все-таки сделать четкую ровную форму и затем уже приступать к укреплению. А для него мне понадобится молочный гель и вот такой красивый витражный с мелкими сухоцветами. Он давно у меня лежал, я как-то его использовала в одном из мастер-классов, но сейчас считаю, что при наступлении весны он будет очень актуален. Ставлю капли на палитру, слегка перемешиваю, и теперь этой консистенции будем делать архитектуру. Самое главное, сильно не перемешивать для того, чтобы у нас не получился просто светло-розовый оттенок, а чтобы все-таки были видны разводы, как будто бы мраморный эффект. С материалом необходимо работать быстро, так как он достаточно жидкий, и молочный жидкий, и витражный тоже. Поэтому поправляю тонкой кисточкой и быстро отправляем в лампу. Конечно, к сожалению, не так много получилось сухоцветок, как я бы хотела, но все равно они будут давать некоторую такую изюминку нашему маникюру. Будет интересно его разглядывать. А что же там? То есть в полноценной мере непонятно, что вот это вот цветок. Если бы мы хотели такие цветы, мы бы использовали другую технику. Мы бы, скорее всего, на подложку положили цветы и затем перекрыли прозрачным, либо с растушевкой молочного от кутикулы. Но здесь хотелось именно вот, знаете, вот как изюминка маленькая, небольшая. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. И приступаем к опилу. Делаем форму четкий квадрат. У кутикулы практически не пилю. Там и так у меня хорошая выкладка, чтобы не тратить время. Боковые стенки и собираем поверхность. Делаю прямую линию от наивысшей точки. И вот теперь выпиливаем толщину на изнанках. Выпиливаем слегка натуральную ногтевую пластину и скручивающиеся боковые стенки. Но это еще не все. Хочется добавить нашего дизайна по талии. Буду использовать серебряную и устанавливаю ее на липкость праймера. У меня вот такая огромная банка, кто помнит, я заказывала ее на AliExpress. У меня есть отдельный ролик на канале, где вы можете посмотреть товары, которые я заказывала оттуда. И теперь перекрываем топом в средний слой. Выбрала топ с небольшим серебряным шиммером. Он будет отлично дополнять нашу серебряную поталь. Получается весьма интересный аквариумный дизайн. Переходы, разводы, кое-где сухоцветы, а также блестящий топ. Показываю, как ногти относились спустя 4 недели. Вот сейчас видим, что отслоек нет, а срок коррекции оптимальный. Как вам наш результат? Делитесь в комментариях. Обязательно рассказывайте своим клиентам, почему нельзя перенашивать покрытие. Смотрите другие видео на канале с преображением ногтей. И я желаю всем успехов, счастливо. Пока-пока.